Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, посвященную обзорам разнообразных масштабных копий, выходивших в российских и европейских журнальных сериях около 10 лет назад. И сегодня я хочу вам показать, на мой взгляд, вполне симпатичную и интересную масштабную копию четырехдверного седана марки Застава модель 1300. Эта масштабная копия вышла в рамках проекта «Автолегенды Хорватии» под номером 15, и сложно сказать, когда автомобиль поступил в продажу. Не нашел информации по данной журнальной серии, но я предполагаю, модель появилась в киосках под конец 2011-го, начало 2012-х годов. И изначально эта масштабная копия комплектовалась журналом, неотъемлемая часть любой журнальной серии, но свой экземпляр я приобрел значительно позже, где-то 2 года назад. В одном интернет-магазине вывалили кучу журнальных моделей, и тогда выбрал для себя наиболее интересные экземпляры. Продавали только масштабные копии, без журналов, и за этот вариант я заплатил 3 евро 95 центов. Это более чем нормальная цена, с учетом того, что обычно в Европе журнальную серию продают за 15-20 евро. И похожая застава в 43-м масштабе больше никем другим не издается. И несмотря на то, что модель сделана на форме East Models, в коробочке East такого автомобиля я ни разу не встречал. Если модель существовала и вы ее видели, то тоже напишите в комментариях, в каком цвете был автомобиль в коробочках East. И если посмотреть на серию «Автолегенды Хорватии», то у них намешано много разнообразных автомобилей, немецкие, итальянские, французские, и эта серия не так интересна, как польская или российская, если говорить об отечественном автопроме. Но, тем не менее, машины тоже имеют место быть на полке. Я вам для сравнения приготовил также несколько других четырехдверных седанов, просто для сравнения, чтобы вы посмотрели, как машины будут смотреться рядышком на одной полке. И если говорить о Застава 1300, то эти машины выпускались в Югославии по лицензии Fiat, и данный автомобиль является копией Fiat 1300, который в свою очередь выпускался с 61 по 66 год. В некоторых источниках указывается, что машины выпускали вплоть до 67 года. Машина имеет своеобразный дизайн, и если присмотреться, вы найдете очень много общего с более поздней модификацией Fiat 124. И давайте распакуем блистер, посмотрим на этот замечательный автомобиль поближе, и также вы можете в комментариях написать, какие модели из европейских журнальных серий есть в ваших коллекциях. И мне всегда нравились блистеры у румынских, у хорватских журнальных серий. Они более продуманы, чем у серии «Автолегенды СССР» и культовые автомобили Польши, потому что здесь более крупный блистер, и он предотвращает повреждение модели. При пересылке как раз мой блистер был немножко поврежден, но модель без каких-либо видимых дефектов. Желтая подложка, различная информация об импортере, также написано, что эти модели изготовлены в Китае, где же еще. И у этой модели более-менее нормальная покраска и качество сборки, правда, лакокрасочное покрытие нанесено очень толстым слоем, и из-за этого плохо просматривается расшивка. И также у меня на крышке багажника образовались мелкие вздутия, и вот именно в таком состоянии я уже получил модель в коллекцию. Возможно, ее хранили в сыром помещении, возможно, это как-то краска реагирует, но у меня тоже встречаются подобные модели, и в основном это автомобили в черном цвете, а на белом варианте подобный эффект я наблюдаю впервые. Но как раз вы можете посмотреть, автомобиль довольно симпатичный и необычный в плане дизайна. И если говорить о масштабной копии, то здесь ничего нового вы не найдете. Довольно примитивная отливка, очень много упрощений. Например, дверные ручки просто обозначены серебристой краской. Салон здесь из черного пластика, окрашенного в массе. При желании можно разобрать модель, окрасить сиденье самостоятельно, панель приборов, но опять же,
же, это дополнительные затраты. Вам нужно искать краску, также выделить время на доработку масштабной копии. И опять же, если суммировать все затраты на доработанную модель, то по цене она приближается к продукции East Models или IXO Models. Так что в этом случае проще купить уже готовую, доработанную, улучшенную масштабную копию, чем заниматься этим самому. Также у этой машины довольно много хромированных деталей. Это и зеркало заднего вида, и стеклоочистители, передний и задний бампера, колесные диски и решетка радиатора. И колесики по дизайну очень похожи на вазовские, с круглыми отверстиями, но также хром нанесен довольно толстым слоем, из-за этого плохо просматриваются отверстия на колесном диске и колпак сливается с ободом колеса. Покрышки более-менее нормальные, правда, на мой взгляд, они чуть шире, чем должны быть на настоящем автомобиле, и я думаю, к этой модели можно подобрать харьковскую резину, покрышки Ми-16, они отлично сядут на обод колеса. Также, если вы посмотрите, у данного автомобиля довольно интересно сделана крышка багажника. Она не совсем ровная, а полукруглая и также сужается к задней части. Маленькие фонарики, выделены поворотнички оранжевым лаком, также стоп-сигналы, присутствуют огни заднего хода. Вместо регистрационных номерных знаков здесь просто табличка «Застава 1300». И этот элемент нанесен, скорее всего, тампо-печатью или декалью под лаком, но смотрится тоже вполне симпатично. Присутствует выхлопная труба. Также мне очень нравится, как сделана решетка радиатора. Она получается в 2 яруса. И по стилистике решеточка очень похожа на облицовку ВАЗ-2101, он же Fiat 124. Поворотники спереди просто обозначили оранжевым лаком. На фарах присутствуют рассеиватели, но сами стекляшки установлены в разнобой. Из-за этого полосочки смотрят в разные стороны, и вид портят черные точки, так называемые рыбьи глаза. И, конечно, светотехнику на журнальных моделях нужно дорабатывать, срезать литник, делать подложку из фольги, но уже намучился с этими моделями, поэтому оставляю их в первозданном виде. И давайте открутим модель от подиума и посмотрим, как у нее сделана нижняя часть. И здесь китайцы расщедрились и модель прикрутили 2 крепежными винтами. Обычно на журнальной серии модель крепится 1 винтиком. И у этой модели очень схематически изображена ходовая часть. Присутствует карданный вал, почему-то не сделали коробку передач, или она настолько маленькая. И также вы можете видеть, как сделана выхлопная труба, топливный бак, рессоры. И я вам могу показать, как выглядит панель приборов, потому что сквозь окошки ее хорошо не рассмотришь. И также мы можем посмотреть, как сделано сиденье по дизайну. Ну, вот так выглядит панель приборов. Рулевое колесо очень похоже на Fiat 124. Сиденье тоже похоже по дизайну. Но эти машины унифицированы между собой. И меня всегда удивляло, как итальянцам удавалось делать настолько красивый дизайн при помощи одних и тех же деталей. Например, если вы посмотрите на старые Lamborghini, то там в салоне кнопочки включения фар точно такие же, как на ВАЗ-2107. Но это все же суперкар Lamborghini. И давайте я вам покажу для сравнения Fiat 124. Повторюсь, это уже преемник Fiat 1300, и как раз вы можете посмотреть, машины чем-то похожи в плане дизайна, точно такая же стойка по наклону, похожи дверцы, решетка радиатора. Но, на мой взгляд, Fiat 1300 выглядит более симпатично. И также похожи колесные диски. И машины примерно одинаковые по размеру. И, конечно, уже на копейки лучше проработана нижняя часть автомобиля. И могу вам показать еще 2 масштабные копии. Это Москвич 412, тоже примерно такой же автомобиль по размеру.
И Москвич уже сильно отличается в плане дизайна. На тот момент, возможно, более современный, угловатый, стали уходить от округлых форм. И покажу вам еще одну машину. Dacia, тоже вполне симпатичная. Это копия Renault 8. И мне у этого автомобиля нравится дизайн. Интересная крышка багажника. Также на крыше присутствуют ребра жесткости. И это автомобиль с заднемоторной компоновкой. Fiat классический с переднемоторной и задним приводом. И, повторюсь, эти модели отлично сочетаются на полке рядышком друг с другом. Вот именно этим мне и нравится журнальная серия, то, что вы можете собрать довольно обширную коллекцию тех автомобилей, которые больше никем другим не издаются. И, например, такой Fiat вряд ли выйдет у Neo Scale Models, у GLM, у Matrix или у других премиальных брендов. И если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!